Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, что же важно вам знать на ближайшую неделю? Сейчас стихия вода, знаки зодиака, раки, скорпионы и рыбы. Ну и, как всегда, помните про асцендент, восходящий знак. Он, да, влияет на то, что с вами происходит. Он влияет на ваше внутреннее состояние, как и все планеты. Да, я когда-то, как-то не верила в это, но все-таки на состояние это влияет. И я уже в этом убедилась. А так как это влияет на состояние, это влияет на мысли, а мысли, соответственно, материальные, и то, о чем мы думаем, и происходит в нашей жизни. Именно то, на чем мы концентрируемся. Не просто у нас за день проходит большое количество мыслей, и, конечно же, не каждая из них цепляется, но то, на чем мы больше всего концентрируемся, то и происходит. Как всегда, в конце видео еще 3 карты совета от послание стихий Ларисы Ренар. Ну и, соответственно, мы посмотрим, что же будет происходить с вашими желаниями, какой ответ на вопрос вы можете получить и что же было бы здорово сделать для достижения целей. Поэтому те, кто досмотрит видео до конца, получат еще дополнительные советы. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь, мои дорогие, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Уже не только учеными доказано, что улыбка улучшает жизнь. Я вам хочу сказать уже из моего опыта общения с клиентами, и когда клиент действительно меня слушает и начинает делать эту практику улыбки, да, берет какое-то время, но первое, что меняется состояние человека. Человек легче начинает относиться к жизни, и когда мы улыбаемся, у нас повышаются вибрации, мы излучаем другую энергию. И действительно, в соответствии с законом притяжения и обмена энергии, мы притягиваем к себе тогда уже энергию нашей улыбки. И, соответственно, это же можно закольцевать. Ведь почему у людей происходит иногда дежавю и что-то... Человек говорит, я так и знал, что что-то повторяется по той простой причине, что человек на этом концентрируется. Так почему бы нам не концентрироваться на чем-то хорошем, на чем-то позитивном, на чем-то, что вызывает у нас улыбку? Ведь таким образом мы можем и притягивать к себе то, что еще больше будет вызывать наших улыбок. Ну что, надеюсь, вы улыбаетесь, надеюсь, вы сделали себе комплимент. Помните, вы уникальны, таких как вы больше нет. Надо быть не лучшим, надо быть уникальным, а вы таковым являетесь по умолчанию. Помните об этом. Ну что, раки, что же важно вам знать в ближайшую неделю? Вам в ближайшую неделю важно знать, что всегда можно найти причину для того, чтобы радоваться и праздновать. Многих из вас ждут какие-то встречи, на которых будет празднование, даты свадьбы, дни рождения, юбилеи, корпоративы. Все, что связано с празднованием, и идет к вам в ближайшую неделю. Даже если нет никаких великих дат, карта говорит о том, что радуйтесь
всему благодарите за все, и тогда больше хорошего и радостного будет приходить в вашу жизнь. Всегда помните, что мы излучаем, то мы и привлекаем в свою жизнь. И, соответственно, чем больше, вот то, что я сказала перед раскладом насчет улыбки, чем больше вы будете улыбаться, тем больше улыбок придет в вашу жизнь. И здесь уже даже карта говорит об этом. Поэтому находите во всем, что происходит, что-то приятное и хорошее, концентрируйтесь на этом. Тогда, первое, что произойдет, будет намного меньше негатива входить в вашу жизнь, и, соответственно, больше позитива. И позитив может полностью заполнить вашу жизнь. Поэтому радуйтесь и находите причины для радости. Вот такой совет ракам на ближайшую неделю. Скорпионы. Мои дорогие скорпионы, вы ищете ответ не там, где он есть. Вы слишком эмоциональны, и по этой причине не видите картину ясно, не видите, что же происходит ясно. У вас все в тумане из-за эмоций. Для того, чтобы решить вашу задачу, я не люблю слово «проблема», поэтому я тут же перевожу ее в задачу. Как только вы переводите проблему в задачу, решать ее намного легче. Хотя бы по той простой причине, что мы с детства привыкли в школе решать задачи. И мы всегда находили решение задач. Иногда это было немножко легче, иногда надо было больше информации и чему-то научиться большему, но всегда мы решали задачи. Поэтому решение вашей задачи, первое, это убрать эмоции, проанализировать, ясно увидеть ситуацию, и тогда ваше подсознание, ваша интуиция и та информация, которую вы получите, поможет вам найти правильное решение, найти правильный выход и пойти вот именно в ту сторону, которая принесет улучшение. Карта советует повернуться на 180 градусов для того, чтобы, вы же видите, девушка смотрит в другую сторону, не в сторону стола, где есть решение всех задач. Поэтому выбор ваш, но только повернув свое внимание и убрав эмоции, вы сможете найти правильное решение того, что интересует вас. Касаться это может как работы, карьеры, бизнеса, так же и здоровья, и отношений. Рыбы. Давайте посмотрим, что же у вас. Вам надо успокоиться. Нам надо успокоиться. Дело в том, что эта карта говорит, что только успокоившись и медитируя, именно проводя больше времени в саморазвитии, мы можем улучшить то, что с нами происходит. Эта карта говорит о том, что было бы здорово отдохнуть для тех, у кого есть такая возможность, именно отпуск. Если такой возможности нет, все-таки надо находить время для себя любимых, для того, чтобы, может быть, просто посозерцать, убрать поток мыслей. Это очень важно. Ведь люди, которые работают над собой, каждый день, я в числе них, каждый день перед сном, и неважно, во сколько я иду спать, в какое состояние, первое, что делается, это я уже научилась это просто делать под
расслабляющую музыку. Да, музыка мне все равно нужна. Я знаю людей, которые до такой степени продвинуты, что они могут это делать и без музыки. Нет, в моем случае я все-таки включаю. У меня есть любимая музыка, которая действительно расслабляет. И тут я представляю себе белый лист бумаги и просто на нем концентрируюсь. Представила и смотрю на него внутри. И хочу вам сказать, что это замедляет ход мыслей, расслабляет меня. Дальше я уже расслабляю и тело, и ум. Если я хочу чего-то достичь, но это я всегда хочу чего-то достичь, я или методом визуализации, или методом мыслеформ повторяю сама себе результат того, что я хочу достичь. Делаю это каждый день. И вот эта карта советует вам именно заняться собой для того, чтобы успокаиваться, для того, чтобы ваше тело лучше регенерировалось во время сна. Ведь самое лучшее лечение, всегда говорят, это сон. И вот тут карта советует именно расслабляться, уделять больше времени себе любимым, и действительно тело излечивается, и ум излечивается, и тогда на следующий день вы просыпаетесь полны сил, энергии и радости. Подумайте об этом. Ну и совет для стихии вода. Не берите на себя больше, чем вы можете унести. Слишком тяжело вам будет, если вы не будете следовать этому. По этой карте тут идет даже не физическая усталость, а моральная. Ведь физическая усталость, она полезна. Да, конечно, не переусердствуя тоже. Ведь когда болят мышцы, это тоже неприятно. Это я говорю о тех, кто может переусердствовать с фитнесом. Но это не так страшно, как именно эмоциональная усталость от того, что мы хватаемся за все сразу, пытаемся сделать все сразу, куда-то спешим. В конце дня получается, что результатов больших мы не достигаем. А вот усталость, раздражение, иногда даже злость присутствует. Поэтому всегда расставляйте приоритеты и старайтесь делать по одному шагу, по одной вещи, по одному проекту. И тогда вам будет легче, и это будет намного продуктивнее. Ну и сейчас загадывайте желания, задавайте вопросы, ставьте цели, и мы посмотрим, что же еще нам посоветует Таро. Послание стихий Лариса Ренар дает очень хорошие советы, и очень часто это еще и дополнение к карте на неделю. Поэтому, кстати, насчет желаний помните, что формулировка очень важна, и от формулировки зависит, что же вы получите. Ну что, посмотрим для раков. Девятка огня. Смотрите, это девятка жезлов. Девятка жезлов говорит о том, что вы уже достигли. Примите и наслаждайтесь именно тем, что происходит у вас сейчас. И тут еще карта о том, что действовать надо всегда. Без действий никаких перемен не произойдет. Единственное, что
Старайтесь, чтобы эти действия приносили вам удовольствие тоже, чтобы процесс достижения приносил вам удовольствие. По этой карте есть все перспективы к тому, что ваше желание может исполниться. Скорпионы, смотрите, у вас есть все для того, чтобы получить желаемое. Окончательное слово за вами. Эта карта говорит о том, что да, желание может исполниться в ближайшую неделю, и все зависит от вас. У вас есть все для того, чтобы желание исполнилось. Тут это как дополнительный совет к карте, которая выпала. Ну и рыбки. Главное, будьте в равновесии. И главное, взвесьте причины и следствия. Ведь причина – это ваши мысли и действия, а вот следствие – это то, что с вами происходит потом. Поддерживая баланс, вы с легкостью исполните свое желание. Эта карта говорит 50 на 50. Вот такая получилась неделя у стихии вода. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, которые выходят каждый день. Ставьте пальчик вверх. Это ваша благодарность, это обмен энергией, это ваша плата для того, чтобы именно проигрался расклад. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Будьте счастливы. Люблю вас, мои дорогие. Пока!